Всем доброго вечера. Итак, дорогие друзья, последнее время очень загружено, очень занято в связи с этими событиями последними. Много людей пишут, и всем нужно ответить, дать совет, объяснить, потому что ведьмы, как правило, приходят в этот мир как раз в самые тяжелые драматические моменты для человечества. Я это уже изучила и уже пришла к этому выводу. Если вы посмотрите и изучите жизнь знаменитых ясновидцев, они всегда рождались и жили в самые-самые тяжелые моменты в истории человечества. Наверное, это не случайно. Эти люди помогали, давали надежду, советовали, спасали и прочее. Вот их миссия на Земле, собственно говоря. И вот сейчас я загружена именно потому, как очень много людей пишут и различные просьбы помощи в этой тяжелой ситуации. И так получается, что каналу уделяю меньше времени. Но поскольку у меня больше 7000 работ, я думаю, у вас время есть еще изучить их. Кстати, есть сайт, напоминаю, «Ведьмина изба», официальный сайт. Так пишется, «Ведьмина изба» сайт. Можете в Гугле, можете в Яндексе набрать, на всех этих платформах. И мои давнишние, не хочу говорить старые подписчики, не звучит, давнишние подписчики говорят, что для них каждый раз открытие, потому что есть работы, которые они даже и не знали. Ну вот как начали загружать на сайт, кстати, до сих пор загружают, там почти 5000 уже загружено, но еще есть огромное количество работ, которые загружают и загружают на сайт. То есть не все еще изучили и увидели. Так что у вас есть время как раз все просмотреть. Я этот заговор назову перед важным делом, потому как оно так и есть. Я вам много дарила работ, чтобы было по-моему, как навязать свою волю, властные заговоры. Да вообще я старалась подарить ритуалы, заговоры, вот так, знаете, собрав их воедино по тематике, чтобы легко было найти. Ну вот есть денежный сохран, есть сильные заговоры на деньги, есть от властей заговоры, много чего, да, от несправедливости властей и прочее. И огромное количество работ, которые помогли людям, от лютых соседей, для питомцев заговоры. Вот спрашивают все время, так я же уже говорю, черному по белому написано и сказано мной 100 раз. Любую тематику, даже если вы не знаете, как называется мой заговор или ритуал, именно название, неважно, просто наберите эту тематику. Вот что вы хотите? Продать дом, купить дом. Или наберите там, что бы подарили, ведьмина изба. И вот выйдут все тематические заговоры и ритуалы, которые помогут вам, чтобы вам что-то подарили, то, что вы хотите. На быстрые деньги. Вот, например, есть римский ритуал на деньги. И все хвалят. И это один из любимых ритуалов. Он несложный, его просто там ничего такого сверхъестественного не нужно. Но деньги приходят сразу же. Причем та сумма, которая нужна. Ну, сразу имею в виду, смотря какой у вас доход. Да? Если вы попросили 100 тысяч, а у вас зарплата 30, то из разных источников пособерется за недели 2 эти 100 тысяч. Это проверенные работы. Кто-то скажет, ну как, откуда? Ну так это и есть магия. Магия не просто так сравнивается с волшебством, хотя все объяснимо, все это законы мироздания. Это и есть магия. Если бы это, знаете, как было в физическом проявлении, то это не называлось бы магией, а как-то по-другому бы называлось. Магия, она же переводится как мудрость.
древняя мудрость. Или, сейчас я вам скажу, из санскрити и в армянском языке это слово употребляется могутюн. А жрецы их называли моги. Ну, в принципе, похожие слова, как видите, потому что язык-то индоевропейский. Это умеющие или имеющие власть над временем или имеющие власть над настоящим, по-разному переводится, то есть имеющие власть. Вот те слова, те заговоры, ритуал, который вам дарится, это вам помогает обладать властью, которую вы заклинаете, просите и получаете из пространства, отовсюду. Так вот, сейчас я хочу вам подарить заговор, и он очень сильный. Он испробован не раз. Многие мои заговоры созданы именно на основе вот этих архивных знаний. Они срабатывают, потому что они, как вам сказать, созданы соблюдением всех законов, этих канонов, канонические, понимаете? Вот есть определенные ключи, определенные выражения, которые, если вместе их соединить и добавить определенные сильные слова или вызовы духов и так далее, вот получается то, что получается, работает сразу же. Это как ключ. Я вам даю в руки ключ, и вы поворачиваете, и открывается дверь. Это и есть уже готовые заговоры с ключом. Но об этом я уже рассказывала в своей лекции «Ключ, замок, язык». Поэтому можете посмотреть там, чтобы у вас не возникало других вопросов. Итак, перед тем, как идти, вот, например, вот суд состоится, да, предположим, суд над вами, над вашим сыном, дочерью, не знаю, близким человеком и так далее, чтобы все решилось в вашу пользу. Если это скажет тот человек, над которым суд, это замечательно. Если он не скажет, вы скажете, все равно сработает. Но желательно, чтобы человек сам просил. Знаете, стучите, извиняюсь, стучите и отворится вам. Это не просто так сказано, это уважение к силам. Это срабатывает намного сильнее, когда человек лично сам просит. Далее, кредит, чтобы вам дали, не отказали, если вам срочно нужно. Чтобы уступили в цене. Что еще? Ну, чтобы спор решился в вашу пользу. Любой спор. Перед тем, как идти, 3 раза прочитайте этот заговор. И я уверена, что этот заговор станет один из ваших любимых заговоров, в том числе со всеми остальными, которые я вам дарила. Ну, например, вот уже стал любимый заговор, чтобы смягчить или отменить приговор суда. Я сейчас, честно, даже не помню, как я назвала, но от суда. Потом от суда и судилища с рыбкой очень многим людям помог избежать просто уголовное преследование. Представляете? И ведь это все бесплатно вам дается, даром. Элементарно, что там просится копейки какие-то вынести, отдать и так далее. Очень редких случаях, если это нужно откуп алтарь ведьмы. Некоторые недалекие личности считают, что вот этот откуп меня обогащает. Послушайте меня, мы живем в 21 веке. Это не те времена, когда сахар был дефицит, когда свечи были дефицитные, когда какие-то сувениры или что-либо нужно было заказывать за границей, потом через каких-то людей привозить. Сейчас такой век, мне не составляет труда найти, заказать что-либо, да даже у мастеров попросить любую статую сделать для меня. То есть вы считаете, что откупаться на алтарь, отправить травы и свечи, это меня обогащает? Нет, просто в древние времена, когда шли к ведьме, были определенные работы, которые она делала или советовала начитывать. После говорила, когда все получится, принесите, откупайтесь там, чем сможете, свечами, травами, еще чем-нибудь. Та же самая традиция просто соблюдается сейчас, чтобы люди еще раз могли обратиться к этим силам, и те еще раз им помогли. Они должны за первый раз откупиться, хоть что-то отдать, показать им свое уважение. И настолько смешно реально вот это все читать, что вот обогащается за счет алтаря. Это смешно, правда. Сейчас век денег. Есть деньги, ты можешь купить и позволить себе купить все, что угодно. Вот если бы я
выставляла карты или там говорила, отправьте мне туда-то и так далее. Вот, хотя я имела полное право, если честно. Любой человек имеет право получать за свой труд. Но я считаю, что вот то, что я дарю, вот самое ценное, это бесплатно дарится на самом деле. Есть работы, в которых никак нельзя просто так, за это нужно откупиться. Но это уже личная работа с человеком, это совершенно не выносится на публику, да? Очень, очень смешно такое читать. Прям богатеешь вот этими свечами и травами и все прочее. Все остальное это не откуп, прошу заметить. Это просто благодарность и дары. Это очень большая разница. Не говорите просто глупости, понимаете? У нас сейчас не мир дефицита. У нас сейчас все есть. Были бы деньги, можешь заказать что угодно. Не нуждаешься ты в том, чтобы что-то нашли такое ценное, редкое, и тебя отправили. Ты сама можешь найти и купить. Вот и все. Итак, перед тем, как идти, для того, чтобы решился спор, да элементарно, хоть когда, вот ваш ребенок что-то там натворил в школе, вы идете с уверенностью, что отчислят, что будет целая история. 3 раза начитайте, идите. И вас удивит реакция людей, которые вас вызывали на ковер. Начальник вас зовет, там что-то не то, может быть, и действительно вы виноваты в этом деле. Это тот заговор, который помогает любому человеку. Виноват он, не виноват, без разницы. Смягчает этот приговор, а в некоторых случаях и вовсе отменяет. Все будет в вашу пользу, стоит вам это прочитать. Итак, иду, и силу 3 богов с собой несу, и невидимую армию за собой веду. Одна сила им зубы заговорит, вторая сила им рот заговаривает, извиняюсь. Вторая сила им рот закрывает, а сила третья их язык проглатывает. Невидимая армия со всех сторон меня защищает, и дело в мою пользу решается. Как я сказала, так и случится. Слово дело, заклинаю. Немного неправильно прочитала, еще раз перечитаю, извиняюсь. Отвлекаюсь, у меня там внизу коты что-то мяукает. Ну ладно, ничего. Иду, и силу 3 богов с собой несу, и невидимую армию за собой веду. Одна сила им зубы заговаривает, вторая сила им рот закрывает, а сила третья их язык проглатывает. Невидимая армия со всех сторон меня защищает. И дело в мою пользу решится. Как я сказала, так и случится. Слово дело, заклинаю. Вот здесь ошиблась. Да. Иду, и силу 3 богов с собой несу, и невидимую армию за собой веду. Одна сила им зубы заговаривает, вторая сила им рот закрывает, а сила третья их язык проглатывает. Невидимая армия со всех сторон меня защищает, и дело в мою пользу решится. Как я сказала, так и случится. Слово дело, заклинаю. Усталость, батенька, усталость. Ну ничего, немного взбодрюсь. У меня так бывает иногда перерывы, а потом начинаю, и меня не остановить. Как там, нас не догонят. Вот вам еще один заговор. Очень сильный, кстати говоря. И вы увидите, как все решится в вашу пользу. Берите на заметку. Вот не важно что. Даже если у вас что-то запрещенное через таможню хотите провести, даже если у вас там нет какого-то документа где-то, и вас не примут, начитайте и идите смело. И вы увидите, как вас примут. Такое будет ощущение, как будто они омороченные, ничего не видят, не понимают, просто одобряют. Пройдет время, они сами удивятся, как они согласились. Такое бывает. Человек иногда приходит и говорит: как я мог на такое согласиться? Я вообще не могу понять. Ну где мои глаза были? Ну как я же читал, я же видела. Почему я подписал? Ну как так? А вот так вот заставляет эта сила. В древние времена на Руси, прежде чем отправлять послов, был такой ритуал закрытия рта. Приглашали знающих бабушек, ведьм,
Да, тогда верили в это более чем кто-либо. В царский двор были свои придворные ведьмы. Они приходили и перед тем, как отправлять посла куда-либо, заговаривали его, закрывали ему язык, начитывали ему такое, что даже под пытками человек не выдавал никакие тайны. Уж не говорю, что за деньги он не выдавал, даже под пытками он не выдавал. Так что относитесь серьезно, господа, к этому всему. Магия – это реальная сила. И уж тем более, если вы уважаете, чтите и обращаетесь к этим силам, то вы всегда под защитой. Всем удачи!